Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить уплотнитель двери на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. С конвейера завода АвтоЗАЗ шли уплотнители дверей однокамерные. Они еще подходят для автомобилей ВАЗ-2110. Уплотнители дверей состоят из зажимной части, которая имеет форму такой елочки, и внутри имеют металлизированный каркас, а также одной камеры, которая имеет диаметр около 1 см, очень мягкая, но единственный минус, что резина здесь пористая, и поэтому они очень часто рвутся. На моем автомобиле порвался уплотнитель задней двери. Вот видно, что по периметру он еще хороший, а вот в нижней части его зацепили и порвали даже металлическую часть. Вот видно, что он уже был порван. Многие уплотнители дверей имеют такие небольшие отверстия, которые предназначены для того, чтобы внутри уплотнителя не создавался вакуум или давление воздуха, и двери хорошо закрывались. Как видите, уплотнитель необходимо устанавливать так, чтобы он начинался и заканчивался в нижней части двери. Так в нем не будет собираться конденсат, зимой не будет замерзать он и хорошо стекать. Для того, чтобы демонтировать старый уплотнитель, необходимо снять нижнюю пластину, которая его поджимает. Здесь у меня пластина выполнена из нержавеющей стали, раньше была пластмассовая, поэтому откручиваем болты ее крепления. И задвигаем пластину. Здесь под низом пластина родная. Она держится на клипсах к корпусу порогов. Теперь демонтируем старый уплотнитель, просто вытягивая его из своего ребра. После снятия уплотнителя можно проверить состояние ребра, его фиксации. Видно, что внизу есть небольшая коррозия, а так в целом коррозии нет, и оно почти ровное. В верхней части к ребру приклеен материал обшивки потолка салона, а так больше никаких приклеиваний нет. Поэтому в первую очередь нужно будет промыть его и устанавливать на место уплотнитель. После демонтажа уплотнителя можно сравнить состояние старого и нового. Видно, что старый уже изрядно поржавел внутри, плохо сжимается и имеет порывы. Перед установкой нового уплотнителя на дверь необходимо хорошо промыть бортик его фиксации. Перед установкой уплотнителя необходимо его распаковать и проверить длину, чтобы его хватило. Как видите, длины нового уплотнителя хватает, поэтому для его установки нам понадобится резиновый молоточек и острый нож. Начинать установку уплотнителя необходимо с нижней центральной части дверей. Наживляем его рукой. Так, чтобы было очень плотно. Некоторые мастера фиксируют уплотнитель на свой паз с помощью рук. Но я дополнительно воспользуюсь молотком, как делают это на конвейере. Небольшими постукиваниями молотка добиваем до конца уплотнитель. Особое внимание уделяем
поворотом уплотнителя, чтобы здесь не было брызг и он не был натянут. Поэтому не спеша его набиваем на свое место. Вот уплотнитель надет. Видно, что он длиннее примерно на 40 сантиметров. Теперь необходимо взять острый нож и отрезать его строго по этой линии. И забиваем его до конца. Вот уплотнитель на своем месте. На углах почти нет сбрыж. И здесь почти нет перехода между началом и концом уплотнителя. После замены уплотнителя можно контрольно его простучать с помощью молоточка. И это будет стопроцентная гарантия, что он не спадет. После замены уплотнителя необходимо проверить, как закрывается дверь и жесткость ее закрытия. Как видите, дверь закрывается хорошо. Осталось только прикрутить нижнюю часть порожка, и работа будет закончена. Вот работа закончена, и уплотнитель двери заменен. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как заменить уплотнитель на двери автомобиля ЗАЗ Таврия Славута. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!